Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и мой разговор, который сегодня я решила посвятить теме важности слушать и слышать в первую очередь себя абсолютно в любой ситуации в жизни. Понятно, что я затеяла этот разговор не просто так. Поводом стал мой недавний разговор, в котором мне поведали о прохождении онлайн-обучения по теме сексуальности. И женщина рассказывает, как они встречаются, как они там что делают. Настроение было уже не такое радужное, как в первый раз, когда она мне рассказывала о том, что она собралась на этот курс. Я ее слушаю, наблюдаю. И она мне в этот раз рассказывает, что она не смогла сделать очередное задание. Но, говорит, надо сделать, иначе 1500 штраф будет, надо сделать, надо сделать. И в то же время тут же она переключается и говорит, не знаю, как делать, у меня такой затык, мне так плохо, я вот прям чувствую, что это такая тема, я не хочу, но вот надо. Я ее слушаю и вспоминаю наш первый разговор об этом курсе, когда она мне сказала, что собралась, и тему озвучила. Я у нее спросила, говорю, а ты не боишься туда идти? Она, ты что, это так здорово, там такая группа, там такие мощные, все такие успешные, все так будет круто. Ты представляешь, какая там энергетика, ты представляешь, как там вообще все круто. Я, говорит, так предвкушаю, я прям жду прям. И я видела, что она и предвкушает, и ждет, аж вся там колышется. Я задала ей только один вопрос тогда. Я говорю, не боишься туда идти? Она, а что бояться-то? Ну, я ей тогда сказала, смотри, всякое бывает, это не шутки. Энергии очень серьезные, не только у участниц группы, а вообще у этой темы. И мы закончили в тот момент этот разговор. Я особо не распространяюсь, кто я, что я. Так просто мимолетно сказала и все. Эта женщина в тот момент не знала, чем я занимаюсь, какая у меня специализация. И вот буквально недавно мы встретились, и вот она уже рассказывать сама начала, я не спрашиваю, она сама начала рассказывать. Настроение уже не такое радужное, уже такое более серьезное, более такое притихшее, так скажем. И вот она мне говорит про эту тему, как она прям чувствую затык. Я ее слушаю. И тут меня прям начинает подколбашивать хорошо. И я понимаю, что здесь дело даже не в этике, не в каких-то соблюдениях профессиональных, так скажем, границ другого профессионала, так скажем. Вот. И я ей тогда сказала, я говорю, ты знаешь, вот давай сделаем так. Давай я тебе вот скажу, что я чувствую, а ты хочешь бери, хочешь не бери. Но я не могу промолчать, потому что я когда-то, я не говорю, что я ходила на какие-то вот такие курсы. Нет, я не про это. Но у меня был опыт взаимодействия тоже с одним специалистом. Мы проходили вдвоем с моей подругой дыхательные практики. Это были частные занятия. Вот у нас трое было, один специалист, и мы вдвоем были с подругой. Это прямо было камерное такое пространство, это для меня было очень важно.
И того специалиста как раз вот мы пригласили по рекомендации моей подруги. Я к этому делу очень серьезно отношусь. Для меня пойти к какому-то эксперту, специалисту на обучение, там, на какое-то сотрудничество, это не просто так. Это не шлея под хвост попала, и я полетела. Было такое дело, давным-давно было. Я этот опыт прошла, я знаю, что это такое, какова цена таких вот метаний. Это, как сейчас я называю, складывать в себя все, что не приколочено. В принципе, я этим никогда не занималась, но все равно были такие вот бега, так скажем, где засверкала, туда и побежала. Вот. Все это я проходила, поэтому все, что я сейчас говорю, это, конечно же, уже из личного опыта только. И вот мы с подругой пришли на встречу с этим специалистом, сделали определенные там практики, все было нормально, все было хорошо. Вот. И мы потом разошлись по домам, и этот специалист нам дала домашнее задание. И я помню, что несколько их было. Одно из заданий было такое, что я сейчас не буду подробно объяснять, но я тоже так общими словами ограничусь, что я почувствовала стоп при выполнении одного из заданий. То есть у меня прям было внутри, я не хочу его делать. И я ей написала об этом. Я один вечер не смогла сделать, второй вечер не смогла сделать, а мы встречались раз в неделю, в принципе, даже по желанию, не то, что там график какой-то был, мы по желанию все собирались, чтобы совсем в удовольствие все было, без всяких надо, я это терпеть не могу. Вот. И я ее оповестила о том, что у меня затыки. Она мне говорит: Рина, ты попробуй, потому что это новое, потому что это вот прям, я понимаю. Но ты попробуй, поверь мне, это вообще круто. Это вообще круто, это вообще супер-супер, это круто. Я пожила с этим, но все-таки я сделала. Вот я прям шагнула, я прям почувствовала, как у меня был, опять же, тот же стоп. Но я все-таки пошла в это. Я все-таки это сделала. Вот. И там нужно было, как она сказала, чем больше, тем лучше. Сразу говорю, это не сексуальные какие-то темы, ничего, это абсолютно другая история. Вот. Но там все равно нужно было выполнять определенные домашние задания. И я, когда сделала это второй раз, я хорошо помню. Я помню, вот я закончила выполнение этого задания, и я чувствую, что что-то произошло во мне. Если после первого раза-то я чувствовала вот это вдохновение, вот да, вот прямо да, круто, я прям почувствовала, вот прям у меня все получилось, я ей написала прям супер, все, она, я же тебе говорила, давай, дальше. Ну, я дала дальше, как говорится, сделала в следующий раз это упражнение. И когда я его закончила, я прям еще раз повторюсь, что я прям почувствовала, что внутри что-то произошло, что-то сломалось. И меня на самом деле просто порвало. Меня порвало так, вот это выполнение этого домашнего задания, я передать не могу. Во мне поднялась такая боль, во мне поднялась такая агония, во мне поднялась такое... Это было что-то невероятное. Меня эта боль разодрала просто в клочья. У меня было ощущение, что меня как лего разбросало просто в разные края Земли, планеты. Меня не стало вообще. И я потом,
Конечно, ни о каких практиках, ни о каких домашних заданиях я уже слышать не хотела. Все, этот специалист для меня перестал существовать. Я полгода себя буквально собирала потом по, так скажем, по крохам. Вот эта тема, которая поднялась в результате все-таки так, насилия над собой, так скажу. Эта тема разворачивалась в моей жизни вот эти полгода. И я увидела такие глубины, что я поняла, что этот специалист на эти глубины не прошел, куда меня порвало, вот куда я пролетела. И я, откровенно говоря, когда вот уже сама себя как-то собрала, я, конечно же, вообще не хотела к ней идти никоим образом. Я поняла, что она мне не способна помочь. Я поняла, что да, есть знания, да, есть какая-то информация, какой-то опыт, но недостаточен лично для меня он оказался. И вот эти полгода дали мне очень хороший, даже жестокий урок, как не надо с собой поступать. Ни при каких обстоятельствах. И я дала себе тогда слово слушать и слышать только себя. Я всегда жила с этим правилом, уже давным-давно. Уроков было предостаточно. А здесь сыграла роль вот прям авторитетность, рекомендация подруги. И девушка такая была, действительно, но она действительно классная. Я не умаляю ее достоинств, я не умаляю ее экспертности, ее знаний. Ни в коем случае. Но все это для меня не имело никакого значения, когда меня разодрало в клочья. И никто мне помочь тогда вот я имею в виду, из тех специалистов, которых я знала, мне никто не смог помочь. Но я, в принципе, и запрос сделала, как говорится, во Вселенную, вообще ноль, сама. И для меня, я еще раз говорю, это был очень хороший и очень жестокий урок, который я усвоила на всю жизнь. И я вкратце вот этой женщине сказала об этом. Я ей так и поведала тоже, что у меня был опыт, когда я прошла через надо, и полгода я сама себя собирала. Слишком высокая цена. Это не все так просто. Это вообще не смешно. Сексуальная энергия очень, даже слово очень сильно не подходит. Это самая мощная энергия жизни. Самая мощная, самая сильная. Поэтому я в первый раз, когда она мне сказала, что собралась на этот курс, я это ей сказала. Не боишься порваться? Вот. На что сказала: все хорошо, у нас такой надежный эксперт, все хорошо. И вот когда я ей буквально в 2 словах сказала об этом, без подробностей, конечно, без фамилии, без всего, она говорит: каждый же сам идет к своему опыту. Я говорю: да ради бога, я же не говорю не ходить, я не говорю не делать. Я просто говорю о том, что надо очень аккуратно это делать. И имейте в виду, что любые курсы, ей я сказала, и сейчас я говорю вот в этот эфир, что имейте в виду, что посещение любых курсов, любых онлайн-обучений подразумевает поднятие определенных энергий, в зависимости от темы, конечно. Подразумевает подключение к определенным эгрегорам. Это очень серьезная тема. Это очень серьезная тема. И сейчас то, что творится, это просто для меня какое-то невообразимое что-то, откуда вот точно вот бежать надо, честное слово.
И когда мы с ней вот эту тему обсуждали, она потом уже согласилась, она говорит, ты знаешь, говорит, а ты ведь все-таки права. Потом она мне уже поблагодарила, потому что она говорит, я прямо чувствовала, что если я сейчас пойду, она мне прямо давай, 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 давай. Я прямо чувствовала, что произойдет что-то страшное. Для меня тема детства — это вообще закрыто, вообще за 7 печатями. И здесь уже без комментариев. Здесь уже каждый сам определяет. Единственный вопрос я еще задала, а ваш эксперт оказывает какое-то сопровождение, какую-то терапию? Она же должна знать, что вместе со всеми вот этими ха-ха, хи-хи, весело, энергично и все тому подобное, там начнут подниматься определенные темы. Она говорит, она мне потом уже сказала, когда я сказала про этот стоп, когда я уже сказала, она говорит, тебе бы надо бы найти бы какое-то пространство, чтобы поработать с этим. То есть сама она это не оказывает, такую помощь. И дело-то в том, а штрафы выставляются. То есть, в общем, ну какая-то история, в общем, мягко говоря, непродуманная, странная, но, в общем, ладно, это не моя задача тут кого-то, как говорится, анализировать это вообще. Я говорю об экологии, я говорю о качестве работы. Вот. И женщина меня поблагодарила и сказала, что, скорее всего, она, конечно, тут каким-то образом решит этот вопрос. И выполнять домашнее задание через силу вряд ли она станет. Ну, не то, что вряд ли, она сказала, я, конечно же, скорее всего, не буду. Вот об этом сегодня я хотела сказать. Тут, в принципе, наверное, даже 2 темы я подняла. О необходимости слушать и слышать себя и о силе сексуальной энергии, которая сейчас стала очень усиленно, как сказать, рекламироваться, что ли, в нашем обществе. Это сейчас очень выгодный товар. Все как сумасшедшие стали бежать в эту сторону. И здесь я бы тоже, конечно, рекомендовала очень аккуратно и осторожно выбирать себе учителей. Но это абсолютно уже другая история. Главное, я уже сказала. Слушайте свое тело, слушайте сигналы, которые оно вам посылает. Все не просто так. Наше тело намного мудрее и разумнее, чем мы, поверьте. И если бы мы все дружили со своим телом как и должно на самом деле, то сейчас, конечно, было бы намного больше счастливых, спокойных и здоровых людей. Но имеем, что имеем. Поэтому нас и учат разворачиваться в сторону себя, в первую очередь к нашему телу, в котором записана вся наша история до этого дня. Именно в нем ключи, именно в нем скрыты все тайники той энергии, которую мы ищем. Только она запечатана в виде блоков. То есть все в нашем теле. И не надо его насиловать, не надо продавливать его, если оно останавливается в выполнении каких-то задач, каких-то домашних заданий чужих, то, делая то, что, как вы считаете, вроде бы нужным сделать, все-таки в первую очередь послушайте себя. А для вас как правильно сейчас? Откуда другой человек знает вашу историю? Откуда он знает вообще, чем вы дышите, что в вашей жизни произошло? Особенно меня поражает, что сейчас в учителя записались очень, очень молодые люди. А люди всех возрастов идут к ним учиться. Вот даже здесь уже надо бы как-то притормозить. Уже здесь надо задуматься, что может дать человек без опыта практически. Да, мне кажется,
Постарше, кого хочешь, сам научит. Сейчас молодежь нахваталась знаний, сами прошли какие-то онлайн-курсы, сами прошли какие-то онлайн-обучения. Вот и пошли, короче, деньги зарабатывать. Это же видно невооруженным глазом, что сейчас творится. Ощущение халявных денег, ощущение, что это все очень легко. И никто не задумывается о том, какие процессы запускаются в результате. Никто. Вот даже смысл темы сексуальности, Боже, это если ты знаешь, что это самая мощная энергия в мире, как можно ее вообще вот просто как товар вот таким образом рекламировать, продавать, я имею в виду вот какие-то курсы? Вы о чем? Это должно быть как минимум, как я вот это вижу вообще, если даже бы это брать там, я не знаю, очень камерную группу, во-первых, очень камерную группу, чтобы там было прям минимум, чтобы можно было дотянуться до каждого, то есть чтобы каждый мог дотянуться до специалиста, сопровождать и обязательно прямо так и сразу озвучивать и закладывать возможность терапии. Это обязательное условие. Вот такие дела. Поэтому очередная важная и даже актуальная тема сегодня прозвучала. Я закончила. Если у вас будет желание обсудить, отозваться, я буду только рада вашей обратной связи. Мне тоже интересно, что вы думаете, какой опыт у вас был, чтобы свериться. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания.